Иногда так бывает, что, исследуя заброшенные места, ты натыкаешься на настоящие жемчужины, как, например, на этот раз. Долгие годы небольшой домик во французской глуши стоял в одиночестве после смерти своего последнего владельца. Сейчас он больше похож на место для съемок фильма ужасов, но подождите с выводами, пока не услышите его трагическую историю. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунт и проект Follow the Ghosts. Мы рады видеть вас на нашем канале и в этом новом году. Сегодня мы перенесемся во Францию, чтобы посмотреть настоящую капсулу времени. Небольшой, но такой удивительный домик, в котором сохранились практически все вещи бывших владельцев. Итак, поехали! Мы пересекли огромное поле и заросший сад, когда-то принадлежавшие владельцу этого заброшенного дома, периодически возмущаясь на цепляющуюся за одежду ежевику и снимая с себя толстеньких клещей. Да-да, такова реальность исследователей заброшенных мест. Сам дом был действительно очень маленьким и даже тесноватым. Включал в себя кухню да гостиную на первом этаже и две крохотных спальни на втором, где практически все пространство занимали старинные резные кровати из массива. Внизу царил полумрак, но зайдя в гостиную, мы просто не поверили своим глазам, как много старинных вещей и мебели все еще оставалось на своих местах. Резные деревянные серванты, состоящие в них посудой, наполненные комоды, стулья, поставленный по центру стол с закругленными углами. На потемневших от времени обоях, пыли и паутине все еще держались на стене картины. На полу валялись старые документы и счета. Кухня по соседству утопала в бардаке из-за раскиданных повсюду предметов. Нас поразил стоящий там шкаф, который, вместе с находящейся внутри посудой, был практически черного цвета. На плите застыла кастрюля. А вот и лестница на второй этаж. Как же скрипели ее деревянные ступени. На каждом шаге казалось, что она не выдержит наш вес и проломится. Из-за открытых на втором этаже ветром или вандалами окон дом начинал впитывать дождевую воду. Пришлось немного их прикрыть, где это было возможно. И вот, зайдя в одну из спален, мы увидели их, прислоненные к стоящему у окна креслу протезы для ног, выглядевшие довольно жутко в этом опустевшем доме. Создавалось впечатление, будто бывший владелец все еще присутствовал здесь, сидел в кресле и внимательно наблюдал за непрошенными гостями. Только его никто не мог увидеть. Протезы были очень старыми, выполненными из дерева и металла, фиксируемые на культях кожаными ремнями. Они оба предназначались для правой ноги. Видимо, кто-то из первых визитеров этого дома, скорее всего, специально поставил их таким образом, найдя где-нибудь в комнате. На стенах не было обоев, и немного жуткие старенькие детские портреты висели прямо на потрескавшемся бетоне, придавая еще большего антуража этой комнате. Голые стены указывали на обреченность этого дома. Он буквально расходился по швам. Вандалы разлили на полу комнаты то ли красную краску, то ли свечной воск, забрызгав старые доски и валяющиеся повсюду документы и личные вещи. Вторая комната тоже оказалась довольно интересной. Как и в первой, основной акцент здесь падал на стоящую посередине широкую кровать, заправленную пыльным желтым покрывалом. У стены во всю ее высоту стоял громоздкий шкаф с дверцами-зеркалами, примыкающий к камину. Небольшой комод и маленький накренившийся шкафчик по обе стороны от кровати были завалены различными вещами. Краска на потолке облупилась и падала повсюду белыми комьями, пачкая мебель и пол. Стены с подтеками так же, как и везде, украшали картины. Особенно привлекал взгляд портрет мужчины, висящий напротив входа. Если верить раскиданным по комнате документам и грамотам,
Это был отец последнего владельца, доблестный военный. Дом был настолько старым, что здесь не было предусмотрено место для ванны. Только небольшой умывальничек стоял в проходе между двумя спальнями у лестницы. Сейчас здесь все было завалено вещами. Судя по его виду, дом был заброшен уже довольно давно, и отметив про себя различные ключевые моменты, такие как имена владельцев и обнаруженные там письма и документы, мы поставили себе цель узнать как можно больше о его истории и поспешили покинуть его. Мне кажется, что гостиная в этом доме – настоящее произведение искусства, и это всегда большое удовольствие находить подобные места. Но что насчет его истории? Раньше в интернете считали, что дом принадлежал женщине, которая лишилась обеих ног и после смерти своего мужа вынуждена была переехать в дом для престарелых, потому что уже не могла сама себя обслуживать. Мы тоже придерживались этой версии, когда несколько месяцев назад впервые опубликовали историю нашего визита в дом. Но это оказалось не так. Тем более, если вы как следует приглядитесь к протезам, вы увидите, что они оба на правую ногу. И, соответственно, к первой версии этой истории уже есть вопросики. Мы с Вадимом провели довольно большое расследование и выяснили, что протезы ног принадлежали мужчине, а именно отцу последнего владельца этого дома. И, что самое главное, нам таки удалось раскопать историю жившей здесь семьи, которой мы с вами хотим сейчас поделиться. Сын бравого военного, Анри был полной его противоположностью. Наверное, то, что он с самого детства смотрел на одноногого отца, с трудом передвигающегося по дому, оказало на него большое влияние. Не только потому, что еще будучи ребенком, он начал искать возможность зарабатывать и помогать своей семье, но еще и потому, что он вырос абсолютным добряком, не ввязывающимся в конфликты и с уважением относящимся даже к животным. Его предки по линии отца были знатными и влиятельными людьми. Один из них основал крупную транспортную компанию, другой был искусным наездником при дворе, третий отличился на воинской службе. Их род уходил корнями далеко в историю и знал немало доблестных имен. И благодаря влиянию и богатству предков, его отец, назовем его Мишель, смог получить хорошее образование и быстрый взлет по карьерной лестнице, в конце которой он занял почетный пост судьи. Но война 14-18 годов превратила Мишеля в человека с синяками, одной ногой и одним глазом. Его жизнь и карьера оказались разрушены, и никакие ордена и награды за героизм не стоили того, что с ним стало теперь. Используя свои сбережения, Мишель купил на них небольшой дом с огромным садом, где росли плодовые деревья. Это была небольшая инвестиция в их новую жизнь. Вскоре у них с женой родилась дочка, а еще через 2 года сын, Анри. Дети наполнили жизнь Мишеля новым смыслом, а Анри с сестрой вспоминали до конца своих дней, как много любви они получили от родителей. Дети ходили в местную школу, пока не началась очередная война. Их школьного директора забрали на фронт, и родители вынуждены были организовать для Анри и его сестры домашнее обучение, пригласив для этого 2 преподавательниц из одного заморского французского департамента. Анри был очень прилежным учеником, которому легко давались любые предметы, а приехавшие издалека преподавательницы добавили к основной программе изучение английского языка. На улицах тогда была немецкая оккупация, а дома, благодаря родителям, царила спокойная и размеренная жизнь. Мать заботилась об отце, поддерживала в доме идеальный порядок, а по утрам выходных вместе с детьми они несли большие корзины набранных в саду яблок и груш на деревенский рынок. Анри пошел по стопам своих бабушки и дедушки по материнской линии, которые были фермерами. Он с раннего возраста научился ухаживать за плодовыми деревьями и вместе с сестрой выращивал телят на продажу. Когда сестра завела семью, она уехала жить на другой конец Франции, а Анри так и остался в родительском доме. Он помогал стареющей матери ухаживать за отцом, которого не стало в 80-х годах, а в 90-х ушла и она. Привязанность и уважение к родителям чувствуется сразу, как только ты заходишь в их оставленный дом. Ощущение, что время застыло здесь, как и порядок, наведенный матерью в последний раз, словно бы Анри лишь протирал пыль, не меняя местоположение ни одного шкафа, ни одного кресла. Даже ее женский зонтик все еще висит в прихожей, а одежда в шкафу.
как и протезы ноги отца, оставшиеся в доме, словно часть его самого все еще присутствовала в этих стенах. В деревне любили Анри, а он любил свою деревню. Он даже был одним из сооснователей местной культурно-исторической ассоциации, потому как очень любил родной край и поиск информации в архивах. Благодаря их деятельности многие исторические события, произошедшие в округе, были восстановлены и получили огласку. Зачастую общению с людьми Анри предпочитал общение с животными, и даже в последние годы жизни, по воспоминаниям соседей, был окружен ими. В его доме кошки уживались вместе с гусями, которые были тут вместо звонка. Стоило кому-то приблизиться к двери, гуси поднимали крик, оповещая хозяина о гостях. Когда-то родственник Анри участвовал в королевских скачках, а теперь Анри с улыбкой наблюдает, как на поле за домом резвится его лошадь, радуясь очередному солнечному дню. Помнят соседи и двух овец, гуляющих по всей деревне, как им вздумается, но к вечеру возвращающихся домой. И поющего по утрам петуха, единственного из курятника, выжившего при стычке с лисой, повадившейся ходить меж домов в одну из зим. Он был своеобразный, причудливый, любящий пофилософствовать человек, настоящий друг природы, вспоминает об Анри его деревенский товарищ, окликанный гусями больше всего из-за своих частых визитов. Несколько лет назад у него сломалась машина. Так вместо того, чтобы попросить кого-то о помощи, да хоть меня, Анри отправился в магазин пешком. Магазин, который располагался в 9 километрах от его дома. Это почти 2 часа ходьбы в одну сторону. А ему ведь под 90 лет тогда было. И ведь пошел же, набрал кучу пакетов, да так с ними и поплелся назад. Я на его руки после этого приключения посмотрел, все изрезанные ручками от пакетов были. Вот такой он чудак, но застенчивый был. Никого своими проблемами не обременял. Вскоре после преодоления 90-летнего рубежа Анри не стало. Он до последнего сам делал все по дому. Даже кастрюля супа, закрытая крышкой, так и осталась стоять на плите. Прямых наследников у него не было, и их семейный дом начал погружаться в забвение. Сад, за которым никто не ухаживал, одичал и зарос. Оставленная еще самим Анри машина затянулась одеялом из растительности. Раскиданные в затянутых паутиной комнатах письма теперь заливает вода, размывая красивый каллиграфический почерк. 2 приставленных к креслу отцовских протеза пугают случайных гостей. Вот такой грустный финал у этой истории. К сожалению, на сегодняшний день он стал еще грустнее, потому что в дом залезли вандалы, все там перевернули и многие вещи уже украли, в том числе и протезы тех самых ног. Мы посетили этот дом уже довольно давно, и, как часто бывает, нам повезло заснять его в хорошем состоянии. Вообще, нам очень грустно наблюдать в таких домах, с каким неуважением относятся другие люди к чужой памяти. И обычно, чем больше времени проходит, тем больше издеваются над заброшенными местами. Многие спрашивали нас, когда мы впервые опубликовали материал про это место, почему так много антикварной мебели в каком-то небольшом домике, расположенном в глуши. Но теперь, друзья, вы прослушали историю и знаете, что отец Анри, он происходил из довольно знатного рода и был довольно обеспеченным. Ну, во всяком случае, это было до войны. Какие-то сбережения у него все равно остались. Так что он мог позволить себе купить вот эту вот мебель, а может быть, она перешла к нему и по наследству. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Мы надеемся, что оно вам понравилось, и вы не забудете поставить ему лайк. И большое спасибо за вашу обратную связь к нашему последнему видео, где мы немного отошли от привычного формата и рассказали вам про удивительного человека Лео и его семью. Признаюсь, нам было волнительно пробовать что-то новое, но здорово, что вы нас поддержали, и в будущем мы обязательно будем выпускать еще другие ролики в рубрике Terra Incognita. Я еще немного поспойлерю и расскажу, что в следующий раз вас ожидает очередной наш эксперимент, а именно детективная история, рассказанная в 2 частях,
А заброшенное место, которое мы посетим, было местом ужасного и трагического события. Я вас предупрежу сразу здесь и в начале вот этих вот следующих видео, что если вы чувствительны к контенту, в котором говорится об убийствах, и особенно о их деталях, то лучше не смотрите эти эпизоды. Так нам всем будет спокойнее. Ну и на этой интригующей ноте я с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не потеряться и быть в курсе всех новых видео про заброшенные места. Также в описании к данному видео есть ссылки на наши соцсети, где мы публикуем различный контент на тему заброшенных мест и не только. И будем также очень рады вас видеть. До новых встреч, друзья! Пока!